Технологичный дизайн, экран с диагональю в 6,8 дюйма, частота обновления экрана до 120 Гц, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos, 4D виброотклик, 3 расцветки на выбор, 7000 мАч аккумулятор, зарядка до 33 Вт, 50-мегапиксельный основной сенсор, система HiOS версии 14, процессор MediaTek Helio G99 Ultimate. Защита же по стандарту IP53, и это только малая часть того, что нам заявляет производитель в рекламе к смартфону под названием Tecno Pova 6 Neo. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам расскажу. Чем хорош второй, третий эшелон? Тем, что они очень часто скидывают свои девайсы по очень приятному ценнику. И, разумеется, так же, как и в Спарках 30-х, посмотрите два уже обзора на канале, они чуть ли не за 40% стоимости потом продают, поэтому я и купил, поэтому и рассказываю. Напоминаю, что розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это я разыгрываю смартфон Poco X6 Pro ежемесячно. Для участия в розыгрыше необходимо подписаться на этот YouTube-канал с колоколом, оставить любой осмысленный комментарий больше 5 слов, и либо в комментарии, либо в описании своего канала указать свое имя в телеге. И вы автоматически в розыгрыше. Все розыгрыши в конце каждого месяца на стриме. Перейдем же к смартфону. Начнем. Распаковка. Смартфон поставляется в коробке из плотного картона. На коробке есть название смартфона и краткие характеристики данной модели. В комплекте мы имеем сам смартфон без наклеенной защитной пленки, за что, разумеется, минус. Защитный чехол, документация, гарантийный талон, блок питания на 33 Вт и кабель с USB-A на Type-C. Слот под 2 сим-карты и карту памяти. Габариты его следующие: 168 на 76 на 9,3 мм. Смартфон довольно крупный, толщина у него больше стандартного значения в 8 мм. Приобрести Pova 6 Neo можно в черной, серебристой и зеленой расцветке. Дизайн модели практически такой же, как у Pova 6 Pro. Выглядит смарт не совсем печально, но однозначно на любителя. Напишите, может быть, вам нравится такой дизайн. Рамки пластиковые, как и тыльная часть. Ко всему, тыльная часть имеет глянцевое покрытие, которое в то же время очень маркое. Люфта у кнопок нет, сборка неплохая. Ко всему, смарт имеет защиту по стандарту IP53. Минимальная, но, как говорится, хоть какая-то. Плохо выглядит пластиковая рамка по периметру экрана. Грани прямые со слегка закругленными краями. В руке лежит смартфон не совсем удобно. Все, конечно, зависит от размера ладони. Далее, на корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 2.0, мини-джек на 3,5 мм, микрофоны и стереодинамики. ИК-порта не завезли. Перекос по громкости между динамиками есть, кастомного эквалайзера нет. Но есть несколько предустановок звучания. Что касается самого качества звука, то оно, такое ощущение, что и в более дорогих моделях от Tecno, и в таких моделях практически одинаковое. Стандартно верхнему динамику не хватает низов, да и по качеству он заметно проигрывает нижнему динамику. Вибромотор по оси Z хуже, чем в линейке Spark. Он прям очень слабенький и не настраиваемый. Плюс от 4D вибрации и речи не идет, разумеется. Даже в настройках смартфона в игровой панели данной функции нигде нет. А вот теперь самое неприятное. Смарт оснащен IPS-дисплеем на 6,78 дюйма с разрешением 2460 на 1080 пикселей. Плотность пикселей неплохая, кстати, 396 ppi. И частота обновления экрана максимум 120 Гц. В настройках также можно выбрать 90 и 60 Гц и автоматический режим. Рамки заметные, но не громадные. Что касается подбородка. Яркость на 100% по моим замерам, как, к слову, и в пике, с включенной функцией автоматической регулировки яркости, и этот результат вовсе печальный. То есть сказать, что он никакой, это прям вообще. Странно, что в пике снижаются до 150 через 5 секунд. В любом случае, яркости прям супер мало. Мультитач до 5 пальцев, на 10 пальцев экран не откликается. Функция для отображения времени уведомлений при касании экрана на Tecno Pova 6 Neo нет. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Работают данные способы разблокировки неплохо, но промахи проскакивают, особенно у сканера отпечатков пальцев. Биометрические данные можно ввести одного лица, отпечаток пальца можно зарегистрировать 5 раз один и тот же. Что я не считаю хорошей работой системы безопасности, опять же. Ну и у Xiaomi также. Кому-то, наоборот, нравится. Летим дальше. Процессор установлен MediaTek Helio G99 Ultimate с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами максимальной частотой 2,2 ГГц. Графический процессор Mali G57MP2, оперативная память LPDDR4X на 8 ГБ, внутренняя UFS 2.2 на 128 и 256 ГБ. Операционная система HiOS 14 на базе Android 14 версии. В настройках можно обнаружить Android Auto, игровой режим, плавающие окна, живые обои, детский режим, функцию Dynamic Port для отображения различной информации с помощью анимации в области фронтальной камеры и не только. Работает система шустрее, чем в Spark 30, но медленнее, чем в Spark 30 Pro. Далее, по связи имеется поддержка Wi-Fi 5 серии, 4G сетей и ниже. Датчик приближения работает корректно, связь смартфон ловит
готовит неплохо. Bluetooth-чип установлен в версии 5.2, аудиокодеков на борту достаточно, NFC-же-модуль в наличии. На данный момент для оплаты NFC-модуля можно установить MirPay. GPS однодиапазонный, на удивление GPS работает быстрее, чем в линейке Spark, и GPS-тест показывает точность в 1 метр. Емкость аккумулятора здесь 7000 мАч. В PC-марке Smart выдал 10 часов 47 минут работы. Тест проводился со 120 Гц, но, как вы понимаете, такой результат получился из-за невысокой яркости. Smart поддерживает быструю зарядку до 33 Вт и заряжается смартфон от родного зарядного устройства от 0 до сотки в среднем за 1 час 40 минут. К минусам отмечу, что Tecno почему-то разграничивает свои смартфоны и обрезает их функционал в зависимости от линейки. К примеру, в этой модели нет обходной зарядки, хотя Proц, по идее, предполагает, что можно во что-то в него и играть. За час просмотра видео на YouTube здесь уходит не больше 3% заряда, в играх за час уходит в среднем 20% заряда, опять же, потому что яркости нет. Фризить смартфон начинает уже после 5 минут игры в PUBG New State, сенсорный отклик залипает практически сразу, играть некомфортно, то же самое касается игрового процесса в Genshin Impact или обыкновенного PUBG. В общем, если хотите играть во что-то, то только PUBG Lite, что-то подобное. Smart поддерживает управление наклонами, актуальной данную тему я не считаю, она представляет из себя команды наклонами, к примеру, можно повесить команду открытия инвентаря наклоном вперед. Ко всему, на данный момент я обнаружил эту функцию только в PUBG, то есть, проще говоря, там внутри гироскоп, и все, по логике. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест я проводил на 100 потоках при 30 минутах, результат ожидаемый, тротлить нечему, а цифры минимальные. В Geekbench 6 в CPU сингл-коре 738, в CPU мультикоре 1996, в GPU скоре 1468, 3D Mark показал устойчивость. В Steel Nomad Lite Stress Test 97%, Wildlife Stress Test 84%, Wildlife Extreme Stress Test 98%, в Antutu выдал 406 тысяч попугаев. Это прям самый минимум, который доступен для использования смартфона на данный момент. А желательный уже, наверное, все-таки 500, потому что оболочка ест все больше. Storage тест показал 44 тысячи. Переходим к камерам. С тыльной части установлена кольцевая LED-вспышка, вспомогательный сенсор, основной сенсор на 50 мегапикселей с апертурой 1.7, цифровой стабилизацией, максимальным разрешением для съемки видео 2К 30 FPS. 60 FPS есть только для 1080p. Фронталка на 8 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео также 2К 30 FPS, но уже 1080p 60 FPS недоступны. Качество видеосъемки, прямо скажем, плохое, ничего сверхъестественного на выходе мы не имеем, с другой стороны снимает и снимает. Короткий пример видео вы уже видели, так как больше показать, как по мне, нечего, а примеры фото сейчас вы увидите. Минусы: нет защитной пленки в комплекте, нет второго микрофона, 120 Гц смартфон изредка не вывозит, очень мало яркости экрана, не поддерживает мультитач на 10 касаний, часто встречается брак, опять же, кому-то кажется, что брака у тех же Xiaomi-тов или Realme столько же, они просто продают больше, поэтому так кажется по отзывам. Качество звука динамиков, как всегда, не топ, операционная система работает некорректно, и не думаю, что ее будут допиливать, точнее, уверен, что не будут. Некоторые заявленные функции вовсе не работают, мало производительности, рамка по периметру экрана, и цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, она и правда очень сильно радует, безумно радует, и вы теперь понимаете, в принципе, почему. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании, там всегда много полезного. Резюмирую, Tecno Pova 6 Neo с одной стороны имеет достаточное количество плюсов, конечно же, все зависит от стоимости, но я более чем уверен, с такой оптимизацией ПО, системой охлаждения и другими моментами, не факт, что он долго вам прослужит. От меня девайсу в этот раз однозначно нет. Подписывайтесь на канал с колоколом. Еще раз огромное спасибо за просмотр. Добра и удачи вам, дорогие друзья.